самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных потрясений хранил нейтралитет. Вы боитесь ада вообще? Конечно, это чувство, которое тебя запирают просто, и часто трудно дышать. Если человек вокруг себя строит ад, он в этом аду и оказывается. Можно ли сказать, что то, что сегодня происходит в Украине, это ад? Ты испытываешь сочувствие к тем, кто страдает, и ничего не можешь сделать. Неосуждение зла фактически означает участие в этом зле. Вы вообще верите в реальность бесов? Конечно. Почему вечность все-таки? Можно сделать нечто непоправимое. Если Бог есть любовь, как может Он осудить человека на всю вечность? Вы понимаете людей, которые разочарованы в церкви и считают, что ад одолел? Сегодняшние события очень на это похожи. Здесь христианская Европа кончилась. В суровое, надо сказать, время мы живем. Про такое еще говорят: ад пуст, все черти здесь. А вообще, знаете, я тут сидел в социальных сетях и сижу регулярно и наблюдаю, как вот в это дышащее враждой время люди буквально своих оппонентов посылают в ад. Говорят: гореть тебе в аду. Ну, либо оппонента, либо там властей, которые учинили все эти события, в которых мы находимся. Но надо сказать, что ад — это религиозное понятие. И вообще то, насколько ад реален, важно ли о нем помнить, думать, или это просто такое яркое слово для эффектного проклятия. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашими дорогими гостями. Ольга Александровна Седокова и отец Иоанн Гуайта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Александровна, недавно слушал вашу лекцию. Называется «Архитектура ада». Там про ад Данте. О нем мы тоже чуть позже поговорим. Но вообще, как вы считаете, ад существует? Вы знаете, я думаю, это существование или несуществование здесь не совсем то слово, как мы, например, говорим, существует ли Америка или не существует. Это другого рода знания или представления. Вот. Оно реально в каком-то смысле, но только пока мы живы, только в мысленном смысле, конечно. А когда не живы? А когда не живые, тут уж я не знаю, кто как думает. Кто думает, что туда можно попасть. Некоторые думают, что ад упразднится и не будет никого осужденных. Ну, насколько я понимаю, это такого строго догматического установления об этом нет. Да? Отец Иоанн, существует ад? Ну, я думаю, что существует. Единственное, надо договориться опять-таки о значении слов. Потому что существует. Но что это такое? Это место. Вот я, например, себе не представляю это как место, а скорее как состояние. Да? Состояние души, которое как бы традиционно мы думаем вот по ту сторону времени и пространства, да, когда закончится наша жизнь, и мы оказываемся в вечности. Вот эта вечность, она может быть радостная или может быть очень грустная. Да? Вот в этом смысле, как состояние души, я глубоко убежден, что существует. Притом не только по ту сторону времени и пространства. Это состояние существует и здесь. Человек может жить, находясь, скажем так, в аду даже при земной жизни. Поэтому и, наверное, есть связь, то есть, наверное, так учит христианство, между нашей вечной судьбой и тем, как мы живем здесь, на земле. Вы оба согласны с тем, что ад – это не место? Ну, конечно, не такое место, как какое-нибудь географическое место, конечно, нет. И даже там на том свете, условно говоря, здесь мы это состояние можем почувствовать, и там мы тоже ровно то же состояние чувствуем, но в каком-то, наверное, другом, более обостренном, я не знаю,
ощущение, или как это сказать? Я думаю, что разница, наверное, в том, что там это происходит как бы навсегда. Там выхода, это пространство или состояние, из которого выхода нет. Здесь мы как бы временами оказываемся в таком состоянии или чувствуем отблеск этого состояния невыносимого, мучительного и при этом безвыходного. А потом, поскольку сама жизнь-то на земле проходит не в аду, то что-нибудь случается, там солнце выглядит, еще что-нибудь, глядишь, мы уже не в аду. А вот из посмертного ада, я думаю, выхода нет. Это безвыходное состояние. Почему нет? Мы воспринимаем ад как наказание, как вечное наказание. Вероятно, прежде всего, как личный выбор. Человек делает какой-то выбор, в результате которого он там оказывается. То есть мы не можем сказать, что ад создал Бог. Это хороший вопрос. Мы не можем сказать, что ад создал Бог в том смысле, что Бог вообще-то зло не создавал. Бог даже и смерти не создавал. Это результат, все это результат некой испорченности природы, нашей человеческой природы, то, что принято называть первородным грехом. Первородный грех – это что-то, что меняет направленность, скажем так, мироздания. Вот Бог поэтому в этом смысле не создавал ни смерти, ни болезни, ни зло. И в этом смысле, можно сказать, и ад не создавал. А кто его создал? Видимо, сам человек. То есть это результат наших действий. Вот, ровно так же, как зло, как болезни, как смерть и так далее. Но тут надо сказать о том, что вот для нас внутри, скажем так, иудео-христианской культуры все-таки ад, но если взять в руки Новый Завет, Евангелие прежде всего, мы не находим какие-то описания, какие-то рассказы точные или какие утверждения. Скорее всего, вот Господь Иисус Христос, Он пользуется тем, что было до Него, то есть что было привычно для благочестивых иудеев того времени, как они себе представляли жизни, как я уже сказал, по ту сторону времени и пространства, то, что на иврите называется «шеол». И об этом он не говорит, то есть он как бы внутри этих координат рассказывает о том, по каким критериям мы попадаем или не попадаем, вот, или куда попадаем, вернее. Да? Вот об этом говорит Иисус Христос. Вы тоже согласны с тем, что это не наказание? Вернее, не наказание извне, это выбор человека. Быть в аду. Вы знаете, на самом деле это вопрос непростой, потому что, конечно, высший судья – это Бог. И в этом смысле Он определяет в каком-то смысле нашу судьбу вечную. Но с другой стороны, безусловно, ад есть и просто последствия наших выборов, решений и поведений здесь на земле. Просто логическое последствие. Вот в этом смысле можем сказать, что мы сами определяем свою судьбу вечную. А вот к определению. Земная жизнь наша с вами – это подготовка к тому, что будет там? То есть здесь себя как-то нужно настроить, делать набор каких-то выборов, и тогда ты будешь либо в аду, либо в раю, или как? Ну, в общем-то, об этом сказано. Есть священное писание, где даются некоторые такие остережения. Вот это не делай. Не потому что это почему-то нельзя, потому что ты погибнешь. А вечная гибель – это и есть ад. Здесь жизнь еще может продолжаться. Допустим, если ты нарушил заповеди, не убей, убил, ну ничего, и дальше живешь. Но заповеди даны как вот такой знак остережения. Вот здесь опасность, здесь будет смерть. А вы свою жизнь рассматриваете вот так, что я готовлюсь к вечности, той или иной? Ну, конечно, я рассматриваю, ну, как бы сказать, тоже, вот мы говорили про существование не в пространственном смысле, также это не во времени, что вот я здесь поживу, а потом я за это получу, потому что ты уже здесь чувствуешь, вот ты это сделал, что-то в тебе изменилось. Ты даже посмотришь в зеркало и увидишь
что что-то изменилось. Если что-то значительно плохое, то у тебя будет немножко другое лицо. Это видно просто. Так что не хочется вот этого. Но это не умаляет земной жизни. Вот, кстати, многие атеисты, мои знакомые, ставят в укор. У нас одна жизнь, и мы по максимуму в ней себя реализуем и живем. А у вас-то, понятно, вам говорят, что вечность впереди. Поэтому вы здесь можете отказываться от многих радостей этой бесценной жизни. Земная жизнь как важна? Как сама по себе, не как трамплин, не как... Нет, именно сама по себе. Я не думаю, что земная жизнь – это всего лишь главная репетиция, скажем так, да, или тренировка к тому, что будет после нашей смерти. Наверное, наоборот. После нашей смерти будет продолжение того, что было здесь. И вот это продолжение я себе представляю как просто естественное продолжение. В том смысле, что если человек вокруг себя строил ад во время земной жизни, он в этом аду и оказывается. Дорогие друзья, я думаю, все вы прекрасно знаете и наблюдаете то, что происходит сейчас в стране и в мире. В связи с этим, в частности, YouTube отключил возможность монетизации, приостановил спонсорство, а ведь пожертвование – это наш главный источник существования, ваши пожертвования. Поэтому, если хотите поддержать наш канал, то переходите по ссылке, которая находится под каждым выпуском и под этим тоже, и оставляйте любую сумму. Она пойдет на сохранение, и развитие нашего канала. Также не все просто с социальными сетями, другими интернет-платформами, поэтому подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и тогда вместе мы с вами выстоим и продолжим делать проект о Боге, людях и здравом смысле. Есть смысл нам разбираться, потому что у святых отцов много разных сюжетов на этот счет. Есть вообще понимание о том, что конкретно там будет? Вот человек умирает. Дальше что? Его подхватывают там ангелы или демоны, в зависимости от его жизни, где-то что... чего он достиг, туда он сразу и направляется? Или мы ничего этого не знаем, мы не имеем права даже думать? Вы знаете, об этом столько записано разных видений, преданий, где распределяются грехи по ярусам, по типам. Вот здесь будут те, кто блудил, здесь те, кто еще воровал и так далее. Вот. Но все это, в общем-то, относится к тому, что называют народным верованием. Это не высокодогматическое учение, потому что, вот как отец он сказал, очень мало сказано вообще-то, как там что расположено, что за что полагается. Вот Данте предложил свою систему, но эту систему адскую нельзя воспринимать в буквальном смысле. Это тоже своего рода такое большое иносказание. Как раз Ольга Александровна сказала про вот эти ярусы. Мытарство, вот еще называется, ступени, по которым человек двигается, он умирает, и его душа должна пройти некоторые препятствия из тех или иных грехов перед тем, как окажется либо в раю, либо в аду. Вы лично в это верите или это что-то из опыта? Видите, и это некая метафора, без всякого сомнения. Что такое эти мытарства? Самое интересное, классика жанра, когда католики и православные спорят между собой, это насчет не ада и не рая, а насчет чистилища. Потому что католики, начиная с XIII века, правда, и значительно раньше, но начиная с XIII века, стали разрабатывать вот это учение о чистилище. Кстати говоря, Данте и написал Божественную комедию именно в тот момент, когда больше всего думали об этом. И очень часто вот идет такой спор, есть это чистилище, нет этого чистилища. А что это, просто говоря? Идея о мытарствах, в общем-то, очень близка к этому. Чистилище. То есть в некотором смысле это некая аналогия, если хотите, внутри православного вероучения, аналог тому, что католики называют чистилищем. Но опять-таки, и, безусловно, сегодня никто не думает так же о чистилище, как о неком месте, через которое вот Данте так именно его изображает, но это тоже
иносказательное. Ну, тоже что метафора, без всякого сомнения. Да? Я слышал, что это как место томления душ, они ни в раю, ни в аду. Нет, не так? Но не Нет, совсем, нет. как раз нет. Нет, когда Данте встречает первых своих знакомых в чистилище, он их приветствует блаженные души. Те, кто вошел в чистилище, это не среднее, не нейтральное пространство. среднее. Они уже в каком-то смысле спасены. Ага. Просто им предстоит очиститься, вот собой слово Потому и пургатория, называется очиститься чистилище. на каждой ступени, и там своего рода вот сходство с мытарствами. Если сам Данте говорит, я буду вот в кругу, где гордые, гордецы. Вот. А может быть, какой-то другой круг он пройдет, не задерживаясь в нем и не испытывая мучений. То есть это одновременно и проверка состояния. Вот это, за это тебе надо расплатиться. Не надо, а он сам хочет расплатиться. Душа, которая попала в чистилище, она как бы сама хочет отдать свои долги. Вот ее состояние такое. Ну, действительно выглядит как некоторая аналогия мытарством в такой интерпретации. Без всякого сомнения, хотя, я повторюсь, все-таки были, это классика жанра, споров между православными и католиками насчет вот этого чистилища. На самом деле об этом некоторые и восточные отцы церкви говорят, и одна аналогия может быть вот этим мытарством. Но, конечно, надо это понимать не буквально. Да. Понятно, что там речь идет о существовании уже вне, не телесное существование. Поэтому вот это мытарство, каким образом, как мы будем страдать, если уже не телесно, да? И так далее. Но надо иметь в виду, что когда мы себе представляем загробную жизнь, как сказать, внутри тех категорий, в которых вот люди говорили, скажем, в средние века, когда люди в огромном большинстве своем были безграмотны. И потому, скажем, даже фрески на стенах соборов, и как в западной, так и, кстати, в православных странах. Вот если вы войдете в Успенский собор Московского Кремля, западная стена, вот через которую вы входите, изображает страшный суд. И абсолютно это, скажем, такое изображение, которое совпадает почти буквально с тем, о чем говорит и пишет Данте. Вот удивительно, да? Но, безусловно, это тоже метафора. И это людям, которые не имели доступ к тексту Священного Писания, потому что были безграмотны, они только так понимали. И потому, безусловно, надо было изображать в буквальном смысле вот эти души, которые мучатся, которые вот, как сказать, у них какие-то действительно и телесные мучения, да, мытарство и так далее. Но, безусловно, здесь имеется в виду все-таки что-то другое. Какое-то состояние, как мне кажется, прежде всего духовное, в котором мы окажемся. Вопрос скорее другой. Вот это состояние вечное или не вечное? И, вы знаете, с самого начала, без всякого сомнения, как я уже сказал, Христос использует, говорит о том, что было известно уже до него в иудейской культуре. Но потом уже первое поколение христиан очень долго себе задавали вопросы насчет существования ада. Вот почему? Потому что если Бог есть любовь, как может Он осудить человека на всю вечность, да? Вечные муки? Тогда как Он есть любовь? Да? И вот исходя из этого, некоторые христиане во II веке, в III, в IV, они думали, нет, все-таки ад существует, но он пуст. Да. Потому что Бог не может осудить окончательно никого, иначе Он не может быть любовью. Но надо сказать, что вот это учение, которое называется апокатастас, потом получило осуждение. Да. Да? Но это только одна половина вопроса. Потому что можно задавать вопрос по-другому. Если Бог есть любовь, Он должен быть справедливостью. А
вот как раз в наших понятиях мы себе так и представляем справедливости, что вот если человек хорошо себя повел, ну, ребенок, допустим, он получает какую-то награду. Если плохо себя повел, его наказывают. Вот поэтому вопрос вот такой действительно очень интересный. Вот может ли Бог окончательно осудить человека на вечные муки, если он есть любовь? А вот другой вопрос, может ли Бог быть любовью, если он не справедливость? И поэтому каким-то образом он должен кого-то наказывать, кого-то наградить. Да. Мне кажется, выход из этого как бы тупика в том, что, скорее всего, есть только одно состояние. Есть только одно, условно говоря, место. Это место есть любовь Божья. Только любовь можно по-разному воспринимать. Вот попробуйте, если вы человека не любите, а он вас любит, вот эта любовь может быть невыносима. Вот так человек сам себя осуждает к этому мучению, что Бог будет дальше его любить, но он эту любовь не воспринимает. Вот это может быть некий выход из этого тупика. Да. А я, знаете, хотела дополнить вот то, что вы рассказывали, отец Иоанн, о сходстве изображений мытарств или мучений западных и восточных, что вообще сама эта тема в храмовых изображениях появляется довольно поздно. Это только во втором тысячелетии ад и суд страшный становится едва ли не главной темой народной набожности, вот как ее называют. Да? Где-то до века 8-9 просто нет изображений ни суда страшного, ни наказаний. Потому что я вот занималась ранним христианством в Риме, я обходила все эти места, и в связи с этим своими глазами видела, что просто нет. Это совсем другое настроение, потому что их интересует больше всего победа. Это вот, если это будущее, то это вот торжество святых мучеников, которые ликуют и встречают, значит, Христа. И нет такого места в храме, где можно было бы изобразить злую силу и мучения. Это только вот где-то появляется впервые 8-9 век. А с чем это связано, этот перелом? Не знаю, такое настроение было. Причем там же действительно, я смотрю эти изображения, там бес ест человека и одновременно испражняется другим человеком, там ангелы заталкивают. Это средневековые такие любимые вещи, и вот их совершенно не было. Вот если вы заедете, допустим, зайдете в Равенский храм 5-6 века, там просто представить нельзя, чтобы что-нибудь такое было. Это счастье, это какая-то свобода, совсем другое. То есть изменилось представление о христианстве вообще у людей или как? Изменилось, видимо, настроение. Причем это еще была неразделенная церковь первое тысячелетие. Так что тут даже не надо сравнивать то ли на Востоке, на Западе, потому что это одно и то же. Совсем мне это было интересно. Но вы же не верите в буквальность этих изображений, в людей на вертеле, в бесов, отрывающих руки? Нет, но я говорю просто, что вообще этой темы нет. Ни качества изображения, вообще вот не об этом думали. Вы видите, входя, вы видите торжество, триумф. В общем, в основном это триумф праведников, святых. Как вообще ад соотносится с грехом человека? Вот можно ли сказать, что это результат того, что во мне греха больше, чем добродетели, и поэтому я в аду оказываюсь потом? То есть моя жизнь, мое поведение в этой жизни имеет какое-то значение для того, откликнусь ли я на любовь Божию там? Но мое поведение, видимо, имеет отношение, имеет скорее последствия. Ад есть вот просто продолжение, ад или рай есть продолжение нашей жизни. Как бы логическое продолжение. Вы боитесь ада вообще? Безусловно, я боюсь ада здесь, на земле. Вот. Ну а почему? В своем сердце. Вы любите Христа? Без всякого сомнения. Ну, а тогда какие страхи? Еще,
Да, действительно, страха, как сказать, я не думаю, что особенно в 21 веке вот это страх наказания на сегодняшний день это нас не удерживает, мне так кажется, во всяком случае. Да? Мы слишком много видели разного, в истории я имею в виду. Мы видели такие преступления, такие ужасные вещи, войны, геноциды. Мы видели... Поэтому уж в 21 веке напугать человека тем, что, ты знаешь, тебя пожарят на это самое, в печи огненной, ну, это как-то не очень, казалось бы, актуально. Но совсем другое здесь. Есть тот ад, который внутри меня, который вокруг меня. Независимо от того, что вы Христа любите. Я стараюсь, может быть, недостаточно стараюсь. И потому вот это ад растет, когда не стараюсь или плохо стараюсь. А вы ада боитесь, Ольга Александровна? Да, конечно. Да. Ну, а Христа любите? Тот же вопрос. Надеюсь, да, что да. Почему тогда страх? Страх, знаете, страх такой, что у меня есть такое ощущение, что можно сделать нечто непоправимое. Вот такое, что уже никак не поправишь, потому что ад – это вот именно, и у Данте хорошо написано, главное свойство ада, прямо на дверях, входной двери написано «Оставьте надежду». Это место, где нет надежды. И вот пока мы живем, то у нас и в самом тяжелом положении, в самом тяжелом остается где-то хотя бы вдали какая-то надежда, что это кончится, сменится другим. Вот. И после каких-то вещей может наступить, вот я так чувствую, что-то уже непоправимое. И вот очень не хочется, чтобы оно случилось, чтобы я для этого вот что-нибудь такое сделала. А если воспринимать ад и, там, соответственно, рай как отклик человека на любовь Бога, выходит неверующий человек, он прямиком в ад движется всю свою жизнь? Вы знаете, мы ведь ни за кого другого не решаем, кто куда идет, вообще-то говоря. Ну, а не определение, а просто, следуя этому. Как неверующий человек может Бога любить? Странно. Ну, вы знаете, была такая мыслительница, очень интересная, Симон Вейль. И она целую книгу написала о неявной любви к Богу. Значит, по-французски «имплисит». Вот, то есть, как бы человек любит, например, очень любит море. Вот она вот такие вот разные любовные отношения человека, высоколюбовные, не такие, что я хочу овладеть этим морем, вот не называется любовью, а вот какая-то преданность, какая-то нежность. Она во всем этом видит как бы невыраженную, неназванную, но любовь к Богу. Круто. То есть вы, когда говорите «может неверующий человек любить Бога», вы это же имеете в виду? Я имею в виду немножко другой. Вот иногда христиане совершают такую ошибку, думать о том, что мы попадем, скажем, в ад или в рай по партбилетам. Скажем, если у меня какой-то документ, который дает доступ, да, я, соответственно, туда или туда. Значит, я в правильной церкви, я, безусловно, попаду в рай. Я в неправильной церкви, я, безусловно, попаду в ад. Но самое интересное, что ничего этого мы не находим в Новом Завете. Христос, я говорю, мало говорит о том, что там находится, как там все будет. Нет описаний. Зато нам дает критерии, по которым мы попадаем. И есть две притчи в Евангелии, очень интересные на этот счет. Вот есть притча в Евангелии от Луки, где рассказывается о неком богаче и о бедняке Лазаре. Богач пиршествовал каждый день, ел, пил и так далее. А бедный Лазарь прямо у его дверей, он мечтал о том, чтобы напитаться крошками, которые падали со стола вот этого богача. А они оба умирают, и, как известно, вот Лазарь попадает, вот как сказано, в лоно Авраама, то есть в рай, условно говоря.
а вот этот богач попадает в ад. И здесь вопрос, почему? Не сказано, что он попал в ад, потому что, допустим, вот так много ел, пиршествовал, жил в роскоши и так далее. Не это причина его попадания туда, а совершенно другая – равнодушие. Он туда попадает, потому что он не замечает вот этого Лазаря у дверей его дома. Поэтому здесь причина – это не принадлежность к той или иной корпорации, скажем так. Не это определит нашу вечную судьбу. А вот были ли мы равнодушны к тем, которые вокруг нас, или были внимательны к ним? Потому что есть вторая притча, еще гораздо более открытая, очевидная, о страшном суде, почти в конце 25 главе Евангелия от Матфея, где Сын Человеческий, вот как царь, фактически делит людей, кто справа от него будет, кто слева, и одним говорит: «Придите, благословение Отца моего, потому что я алкал, и вы меня накормили, я жаждал, вы меня напоили». А те удивляются: мы же тебя никогда не видели. Как мы? Разве мы тебя накормили, напоили? Он говорит: да, когда вы сделали другим людям, сделали это мне. Вот почему ответ на ваш вопрос. Наверное, есть люди, которые очень правильно живут, даже если не замечают. Да? Даже если, может быть, формально не принадлежат церкви, допустим. То есть даже неверующий человек может быть с Богом на том свете? Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. У него может быть Бог в душе, если даже вот формально не принадлежит церкви. Вы сказали про нечто непоправимое. И развивая как бы мысль о притче, которую привел отец Иоанн, там же есть такая цитата. Вот этот богач, который попал в ад, он обращается как бы к Лазарю и просит следующее, чтобы Лазарь, цитата, «омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». На что ему отвечают: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Любопытно, кстати, что Израиль тоже кто-то хочет перейти, видимо, потому что я неправильно текст понял. Но... Он сам должен был бы, чтобы ему воды принести. А как... Ну вот, пожалуйста, этот богач в аду, он уже раскаивается. Он не раскаивается, ну, дайте, он просто хочет пить всего лишь. А почему нельзя омочить, почему нельзя его напоить? Ну, потому что вот уже какое-то решение произошло. Вот это и страшно, когда думаешь об аде, что есть какое-то решение, которое происходит и уже навсегда. Ну просто, вот, не знаю, мне не укладывается в голове, человек узнал, как на самом деле. Не замечал Лазаря, ё-моё, но узнал же, вот, как бы сейчас. Ну и что, он сказал: прости меня, я тебя не замечал? Нет, он просто попросил, чтобы кто-то ему облегчил положение. То есть, если бы сказал прости, может быть, что изменилось бы? Такую притчу нам не рассказали, что богач раскаялся и сказал прости. Если завершая мысль про непоправимость, потому что в Евангелии же действительно говорятся еще и следующие слова, что «пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мы только должны на веру это принять, вот как бы осмыслить то, почему вечность все-таки. Мы не можем вечность вот той или иной участи. Вот это в голове не укладывается. Просто нужно этот вопрос отодвинуть. Вы о нем не думаете? Ну, здесь скорее проблема как раз вопрос о непоправимости. Но самое интересное, как мне кажется, в этой притче, то, что Авраам не говорит: «Нет, я не разрешу». Не пойдет Лазарь тебе помочь и вот намочить, как сказать, перстень свой и охладить тебе. Он говорит: это просто невозможно. И в этом как раз, в этой невозможности, в этом и весь вопрос. То есть мы своей жизнью здесь на земле определяем нашу дальнейшую судьбу. Все зависит в каком-то смысле от нас. Да. И критерий – это не формальный критерий. Там не написано, что вот те, которые осуждаются,
о них не сказано. Вот идите отсюда, потому что вы не постились по средам и пятницам, потому что вы, не знаю, вот чего-то не делали из нашего обычного благочестия. Там критерий только один. Вы меня не видели в тех, которые рядом с вами, вокруг вас. Да? Вы ничего... Притом, самое интересное, так же и не сказано, вы убивали, вы воровали, вы, не знаю... Нет ничего этого. Вы просто не делали добра. Это безумно интересный текст. То есть отсутствие добра – это уже осуждение. Вот, собственно, почему, если человек в этой жизни сам себя лишил этого добра, потому что к этому не стремился, потом он окажется без этого добра, то есть без любви Божией. На самом деле, можно и так посмотреть, что любовь Божья, она есть, но он ее не способен воспринимать. А если вспоминать еще некоторые высказывания из Евангелия, там гиена в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Или далее, там будет плач и скрежет зубов. Это все метафорические высказывания, попытка передать некоторые ужасные состояния? Я думаю, да, что это такие устрашающие вещи. Они, между прочим, не только христианские, не только иудейские. Во всех древних религиях мы что-то похожее можем встретить. А, кстати, как это объяснить? Вот вы тоже, исследуя мировую культуру, такое предчувствие вот этого воздаяние, почему это вообще есть? Очень... Да, это очень интересно, что с тех пор, как нам известна человеческая культура, она нам известна в своих самых ранних стадиях как культура погребений. Что мы узнаем о первых людях, это как они погребали своих мертвых. Там мы узнаем, вот это первая цивилизация. И там можно, если у человека нет представления о продолжении жизни, то там ничего не должно быть. На самом деле мы видим с самых ранних времен умерший чем-то снабжен, с чем-то он уходит из мира для другого мира. Что-то ему кладут в могилу? В смысле? Конечно, обязательно что-то кладут, разные вещи, которые потом этнографы там расшифровывают. Но понятно, что они все имеют отношение к вот этой другой будущей жизни. Вот. И в них очень рано появляется такая тема, что что-то, нечто вроде суда происходит с душой. Душа должна пройти какой-то суд. Как, допустим, вот сейчас замечательная выставка в Пушкинском музее египетского искусства. Там суд богини Маат, мудрости. И вот, значит, каждая душа предстает, и у нее священное страусиное перо, она кладет на одни чаши вот это перо, на другую душу. Если душа тяжелее, она погибла. А тяжелее она от того, что человек что-то плохое делал или хорошего не делал. Там, кстати, тоже это было, что не только плохое, но и хорошее надо делать. Вот. Так что это соприродное человечеству мысль о том, что будет продолжение, и что к нему надо каким-то образом, или ты готовишься, или другие готовят своего умершего. Вот. И что, в общем, могут быть разные вещи после этого суда. А как вам кажется, почему сегодня часто насмехаются над этой идеей вот в современности? Мои сверстники уж точно, я думаю, подавляющее большинство. Я не знаю, почему мы оказались в какой-то полосе, которая противоречит тысячелетиям совершенно как бы необсуждаемых представлений. Их не обсуждали, они были у людей, которые еще не знали письменности. И сейчас это какое-то такое исключительное время. В этом смысле. Не знаю, откуда это. Вы знаете, как раз если себе представить дело так, что наша вечная судьба есть логическое продолжение нашей земной жизни, мне кажется, это вполне современно и соответствует нашей современной культуре, в том числе и молодежной. Конечно, сегодня уже никого не напугаешь рассказыванием о том, что как будем гореть, скажем, в печи огненной и так далее. Да? Но любой молодой человек понимает, именно потому что молодой, и он строит свое будущее, что от тех решений, которые он сегодня принимает, зависит то, что он будет делать через 5 лет, 10 и так далее. Так же и в вечности. Вот в этом смысле, мне кажется, именно на уровне катехизации и так далее, так объяснить вот это
нашу вечную судьбу, это может быть более разумно на сегодняшний день. Мы уже сказали о таком насмешливой реакции многих людей сегодня на ад в принципе, но есть еще одна тема, которую нельзя миновать, говоря об аде, и которая сегодня скорее недоумение вызывает, это бесы. Вы вообще верите в реальность бесов? Если да, то как они влияют на нашу жизнь? Абсолютно. Тут, может быть, опять же, слово «вера» не подходит. То, что они существуют и как-то действуют, да, конечно, предполагаю, что они есть. Вот это предположение, оно на чем-то основано? На каком-то вашем опыте, я не знаю? Можно и так сказать, наверное, да. А если попробовать это... то есть, скажем так, у меня были в жизни какие-то случаи, там в Елоховском соборе, когда я видел странных людей, кричащих, подходя к кресту или еще что-то. Может быть, это некоторые подозрения. Бесноватые, одержимые это, что ли? Да. У вас это на ощущениях основано каких-то, что они есть? Я своими глазами их не видела, нет, не могу сказать. А они как-то на жизнь влияют человека? Сейчас же опять же эта тема про то, что это все физиология или психика. Причем здесь бесы? Конечно, очень много из того, что в те же самые средневековые времена относили к нечистой силе, к бесам, теперь, и, наверное, справедливо объясняют как психологию, что человек сам какие-то свои неосознанные, дурные влечения там, и какие-то внутренние движения, говорит, мне бес внушил. И будут правы, конечно. Но, тем не менее, для меня это есть как отдельная, не психическая реальность, что они каким-то образом присутствуют. А вы верите в бесов? Очень. Во-первых, мне кажется, каждый из нас имеет некий опыт. Что я хочу сказать? Отцы церкви и даже греческие философы до них на самом деле говорили о том, что у человека есть три составляющие. Есть тело, наша телесная жизнь, есть душа, то есть наша, если хотите, эмоциональная, психологическая жизнь, и есть и дух. Я могу сказать как священник, что очень часто мы все знаем, что есть связь между, скажем, телом и психикой. Скажем, психосоматика тому доказательство. Да? Есть влияние, скажем, нашей эмоциональной и психологической жизни прямо на наш организм. Да? Но также есть, безусловно, влияние нашей духовной жизни на и психологическую, и даже телесную жизнь. Скажем, любой священник может вам сказать, что очень часто люди, которые склонны к депрессии, которые имеют, это, наверное, большинство людей, да, у нас у всех есть какие-то свои слабости как на телесном уровне, так и на психологическом, скажем, душевном уровне. Но есть и духовная составляющая. Когда человек именно живет интенсивно какой-то духовной жизнью, молитвенной, в общении с Богом и так далее, это, безусловно, отражается на уровне его организма и на уровне его психической жизни. Поэтому для меня это достаточно очевидная вещь. Но, видите, для меня... как существа, как... Многие отрицают. Я не сказала про существа. Я сказала, что это некие силы. Видите, какое дело. Скорее вопрос другой. О зле, скажем так. Что такое сатана, что такое дьявол? Безусловно, это некая персонификация зла. А в существовании зла очень трудно не верить, потому что каждый из нас имеет личный опыт. Да, зло есть, и, к сожалению, я имею личный опыт. Я знаю, что такое зло по себе, потому что это зло находится и во мне. Иногда я его в каком-то смысле генерирую или умножаю, и оно находится и вокруг меня. Все-таки, Христа кто искушает? Разве не существо? Безусловно, но, видите, Христа и рассказ о именно искушении в пустыне тоже можно воспринимать буквально, можно его воспринимать иносказательно. Эти
этот искуситель, это может быть некий голос внутри меня, как также и внутри Христа. Да? Ну, как у Христа такого не должно Но быть внутри Христа имеется в виду, Иисус Христос настоящий Бог, настоящий человек. Вот в этом смысле. Но кроме греха. Безусловно, кроме греха. Но, скажем, он имел настоящий опыт искушения, как нам показывает именно этот текст, а уж тем более каждый из нас. Поэтому зло – это нечто, что внешне по отношению ко мне, но, увы, иногда и внутренне. Ну, все-таки вот если я уже добью эту тему, тоже Христос говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Ну, дьявол так это кто-то все-таки, нет? Да, безусловно. И кроме того, это место нам показывает, что это не то, что Бог приготовил. Вот это как-то вечное суждение или ад, другим термином просто, это уготовлено не Богом, а как раз самим злом. Теперь, каким образом, откуда, это как раз мы не знаем, потому что, опять-таки, Священное Писание нам рассказывает только метафорически о первородном грехе, а что за этим стоит, очень сложно сказать. Неважно, существа или силы. Для нас это не важно, об этом вообще не обязательно думать. Или как? Потому что в традиции-то много, и, кстати, тоже и в разных художественных произведениях все эти чертики что-то нашептывают, там подножки ставят и так далее. Ну, я думаю, что человек иногда правильно или неправильно говорят, что это аскеты, великие святые, они хорошо различают духов. Обычный человек не может особенно это различать, не учился. Вот, поэтому он может собственные какие-то движения принять за внушение беса. Это мне бес внушил, а на самом деле то он подумал. Вот. Но, тем не менее, есть какие-то, мне кажется, разные вещи, которые действительно принадлежат просто человеческой реальности, и другие, которые принимают как приходящие со стороны, которые мешают ему не потому, что он с этого начал, они где-то вокруг, и с этим что-то надо делать. И это реальная сила, вот для меня она совершенно реальная. Ее можно чувствовать, как мне кажется. Например, я заметила, что особенно приятно мне бывало, когда я, исполняла роль крестной матери у какого-нибудь младенца. И вот когда произнесешь вот эту формулу «отрицаешься ли сатаны», вдруг все становилось вокруг таким легким, светлым. Вот это был момент как бы настоящего разрыва. Может быть, в остальное время наши отношения гораздо более неопределенные. Скажите, Ольга Александровна, а вот возвращаясь к выбору человека, опять же, мой очередной наивный вопрос, но это не странный выбор? Вот либо я с Богом, либо я буду в огне гореть, буквальном или условном, метафорическом? Нет, если или я с Богом, или я без Бога. Вот, так без это Бога звучит. это смерть, да, ужас. Без Бога это уже все остальное. Ну, такой выбор как бы невеселый. В этом нет странности этого выбора? Может быть, это называется даже ложным выбором, нет? Ну, я думаю, что это свободный выбор. Как раз вся суть дела в том, что мы иногда именно и выбираем зло. Да? Я тоже считаю, что есть внешне по отношению к нам зло. Вот в этом смысле искушение – это что-то обычно внешнее. Да? Но есть зло и внутри нас. И вы знаете, есть еще вот что, мне кажется, чрезвычайно важно, о чем не стоит забывать. Зло присутствует вокруг нас, в нас. Есть какие-то моменты, когда это зло как бы в каком-то смысле сгущается. И вдруг происходят какие-то, и в истории человечества мы это видим, да, и в какую-то определенную эпоху вдруг происходит совершенно страшное событие. Да. Скажем, 20 век очень грустный в истории человечества, потому что было очень много катастроф. 2 мировые войны, революции, очень много. Да? И ГУЛАГ, и Холокост, и геноциды и так далее. Да? Откуда все это берется? Вот мне кажется, это зло иногда, в том числе с нашим участием, вот может быть правильный глагол, именно то, что сгущается, что-то собирается
как бы образно говоря. И бывают жуткие вещи. Вот преступления против человечности, против человечества и человечности. Да? Мне кажется, это очень актуальная тема. Увы, это бывает. И часть ответственности на нас. Даже если мы об этом не думаем. Потому что именно вот это зло, которое отчасти и я, как я уже сказал, генерирую или поддерживаю, умножаю и так далее, вот это зло в какой-то момент определяет, и есть какой-то взрыв в каком-то смысле, и происходят ужасные вещи. Вот об этом мы очень не думаем. Мы себе представляем вот дьявола с вилами и так далее. Да нет, надо посмотреть на историю, на то, что происходит в сегодняшний день. И вот это по-настоящему страшно. Причем это зло, которое вот так вот исторически является, мне кажется, одной из его примет, что разумно и логически оно необъяснимо. Это что-то такое немыслимое, потому что, казалось бы, люди не должны так себя вести. Это невыгодно, это не полезно, но нет никаких разумных оснований, и вдруг какое-то множество людей охвачено вот этой самой как будто чистой злой силой. Это такая духовная энтропия, скажем так, да? То есть именно разрушительная сила. Вот если человек действительно разумно думал и так далее, невыгодно и нелогично делать зло. Да? Но очень часто бывает в истории, что несмотря на то, что это и не логично, и не продуктивно, и не полезно, наоборот, но человек все равно делает зло, потому что вот, так бывает действительно. Мы еще вернемся к современности, но вот, Ольга Александровна, вы, исследуя Данте, путешествуя с ним, черпаете какую-то пользу для себя? Вообще чтение этих текстов вот об аде, например, и этих ужасов, с которыми сталкивается Данте, могут быть полезны для нас сегодняшних? Очень. Я в этом убедилась, когда я читала в университете курс по божественной комедии много лет назад. И студенты, если им не зачитывают перевод Лозинского, гладкий, такой академический, когда они не успевают понять, а что там происходит. У Данте все ведь так быстро, горячо и действует. И вот если рассказывать самыми прямыми словами, то тут я видела сама как преподаватель, у меня не было ни малейшей идеи заниматься какой-нибудь там душевной педагогикой, но что с ними что-то происходило. И, например, я сказала в конце, что всем, кто приходил ко мне на все лекции, я просто поставлю зачет автоматически, могут они мне экзамен не сдавать, с меня довольно. Они пришли все как один, потому что они больше не хотели дармовщины. Откуда-то они поняли, что это нехорошо. Если говорить об одном из событий, которое хранит церковное предание, тоже связанное с адом, это сошествие Христа в ад. Вот у нас уже близится Страстная Седмица, скоро мы это все будем вспоминать. Я вот перескажу. Иисус Христос умирает и сходит в ад. И ад разрушает. Ада больше нет. Да? Правильно я говорю? Об этом мы будем петь и повторять это и в пасхальную ночь, и во все пасхальное время. То есть очень долго еще после Пасхи, да, до следующего праздника Троицы. Вот в этом и парадоксальность христианской веры, что победа Христа над смертью в том, что эту смерть Он взял на себя. И победа над адом в том, что он именно спустился, что означает, что он вошел в этот ад. Да? Вот об этом, может быть, мы недостаточно часто задумываемся. Да? Есть люди, которые, казалось бы, обречены жить в каком-то аду уже здесь и на земле. Но сколько есть ужасных ситуаций в жизни. Да? Я, скажем, часть моего служения как священника проходит в детском хосписе. Ну, подумайте, вот для любого родителя, любой мамы, и также для любого отца, когда твой ребенок болеет неизлечимой болезнью и не знаешь, что делать, ничего не можешь делать. Да? Казалось бы, настоящий ад.
как часто вот родители этих детей мне задают вопрос, за что, почему и так далее. Да? Вот Христос именно этот ад взял на себя. Он вошел в этот ад, он спустился, он как и взял на себя смерть. Вот в этом как раз его победа. Это парадоксально, но это главный парадокс, который есть основа христианской веры. Да, любопытно, что победа над смертью, но мы все умираем все равно, победа над адом, но в ад все равно люди идут после смерти, да? Да, но надо еще понять, что это означает. Понимаете, мы боимся смерти, мы боимся страдания. А вот Христос добровольно взял на себя и страдания, и муки, и смерть. И тем самым Он их победил. А взял на себя это что значит? Сам взял пережил? на себя значит, что Он сам пережил, безусловно. То есть Бог пережил муки, которые, в общем, не обязан был переживать. Вот представьте себе первые века христианской истории. Для нескольких поколений христиан было очень сложно это понять. Каким образом, если Он был Богом, Он взял на себя муки, усталости, сомнения, искушения и, наконец, смерть. Да и мало того, и на кресте Он кричит своему Отцу: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Как же это так, да, если Он был Богом? Да? Но в этом как раз главной христианской веры, что смерти, болезни, усталости, сомнения, все это не надо бояться. Вот Христос взял на себя для того, чтобы быть рядом как раз с этими моими детьми из детского хосписа, рядом с их родителями, рядом со мной, когда я себе задаю такие вопросы, с вами, со всеми. То есть его победа есть прежде всего вот это в том, что Он разделил вместе с нами все это. Бог с нами. Конечно, да. Ольга Александровна, к другой немножко теме, не знаю, слышали вы или нет. В конце прошлого года прогремел скандал. Институт философии Российской академии наук потратил 742 тысячи рублей на проведение исследований о зле и аде. Это было очень остро воспринято частью научного сообщества, да и вообще общественности. Кто-то говорил, вот оно, влияние теологии на лицо, а еще и государственные деньги тратят на такого рода исследования. Вы, как ученый в данном случае, разделяете это негодование, что, в принципе, можно исследовать эту тему вот, в Институте философии за государственные деньги? Ну, почему же нет? Это, наверное, не очень точно сформулировано, в чем дело, потому что гуманитарные исследования вообще часто бывают о таких вещах, которые человеку другого состава, там, технического, естественно-научного, очень покажется вообще какой-то ерундой. Образ сверчка в мировой поэзии. Почему нет? Можно исследовать образ сверчка в мировой поэзии. А уж образ зла, его разные исторические понимания, разные воплощения, это совершенно законно для философа, для историка философии. То есть это нельзя рассматривать как вторжение теологии в сакральное пространство светской науки? Да нет, давным-давно за этими темами занимаются светские историки, я бы сказала, не то чтобы философы, а историки философии. Вот он себе ставит вопрос, вот тогда-то зло представляли так. У него, может, своего нет. Редко бывают философы, которые философы, ну, в том смысле, в каком был Платон философ. Они скорее историки философии. А как можно исследовать ад и зачем с научной точки зрения? Ну вот ты узнаешь, что не всегда люди думали так, как ты. Ты считаешь сейчас, что зло вот это, а оказывается, допустим, для каких-нибудь французов 15 века не так было. Ну, на это можно и государственные деньги потратить. Но гуманитарные исследования вообще такие, я говорю. Образ сверчка, почему нет? Надо вообще упразднить тогда гуманитарные науки. Они все бесполезны, из них не сделаешь ни компьютеров, ничего. Хотя на самом деле они там рождаются часто. В этих гуманитарных бесполезных науках есть зерна какого-то будущего применения неожиданного. Потому что вот вся эта, допустим, насколько я понимаю, цифровая технология, она развилась из гениальной лингвистики. Было языкознание гениальное в 20 веке. Вот оттуда теперь его нет просто, потому что все ушло вот в эти искусственные языки. Но идеи были там.
А мы уже сказали немножко о современности и о том, что ад мы можем строить вообще-то вокруг себя, как и рай, как я понимаю. Можно ли сказать, что то, что сегодня происходит в Украине, это ад наяву? Это очень близко к этому, конечно. Это страшно. Для меня это страшно просто. Здесь есть чувства, в которых я не вижу для себя выхода. То, что ты не можешь это остановить, что ты испытываешь сочувствие к тем, кто страдает, и ничего не можешь сделать для них, что ты возмущение испытываешь страшное по поводу тех, кто все это затеял, и тоже ничего не можешь даже сказать, а не только сделать. Так что, конечно, это чувства, которые тебя запирают просто, и часто трудно дышать, как будто воздух выкачали. Ад? То, что происходит сегодня? Безусловно, да. Но я уже говорил, есть моменты в истории, когда вот это сгущается зло, и вот бывают такие жуткие вещи. Я, знаете, написал 2 книги о геноциде армян. Да? Что такое геноцид? Что такое преступление против человечества? Да? Или войны? Это есть сгущение вот этого зла. Но дело в том, что с одной стороны мы все несем ответственность. Ну, естественно, каждый по мере своей возможности повлиять на события и так далее. Но, безусловно, то, что 2 народа настолько близки по культуре, по вере, убивают, скажем, друг друга, это трагедия, это катастрофа, это именно гуманитарная катастрофа. Вот в этом смысле, вот вы, предыдущий вопрос, как странно в 21 веке тратить какие-то деньги на то, чтобы исследовать. Мне кажется, что тут дело, правда, я не знаю, эти деньги, куда они пошли, оправдано ли было столько истратить и каким образом, абсолютно не имею представления об этом. Но то, что тема более чем актуальна, и что об этом следовало бы гораздо больше думать, размышлять, исследовать и понять и природу, и механизмы зла, это абсолютно актуально. Иначе, вы знаете, в нашей стране, когда говорю так, я имею в виду именно в России, да, была идея о том, чтобы построить рай на земле. Это, в общем-то, можно так выразить утопию коммунизма. Но, к сожалению, есть и попытки устроить именно ад на земле. Вот сегодняшние события очень на это похожи. Отец Иоанн говорит, наше событие, он просто итальянец, если кто не знает. Может быть, зрители гадают, кто же отец Иоанн. А я уже сказал о том, что я читаю социальные сети, и думаю, вы тоже их читаете. Люди утешают себя тем, что говорят, ты сгоришь в аду. Или он сгорит в аду. Или там они сгорят в аду, даже если мы здесь отомстить не успели, вот Господь отомстит. Вообще можно себя утешать тем, что кому-то там воздастся? Не знаю, я, честно сказать, так не высказываюсь. Дает ли это утешение? В общем, это вид проклятия. Во всех народных культурах есть такая традиция проклятия, чтоб тебя там то-то, то-то. Я не думаю, что здесь представление религиозного ада уж очень много значит. Это скорее вот чтоб тебе там досталось по полной. Не от меня, так вот от кого-нибудь. У болгар особенно интересные проклятия. У них есть такое, мне очень нравится, чтоб тебе твой хлеб глаза съел. А допустимо вообще с христианской точки зрения вот, желать ада? Даже тому, Нет, кто как бы заслуживает? это, конечно, нехорошо. Нехорошо. Но бывает такой гнев,
например, в псалмах у царя Давида он не стесняется высказывать, что к тем, кто, по его мнению, враги Бога, кто вот такие страшные, он нисколько не старается быть политкорректным и желает им всего на свете. А Бог-то воздаст? Ну, я не знаю, как там получится. А вы знаете, отец? Нет, я тоже не знаю, но я думаю, что, как мы несколько раз говорили сегодня, человек, который устроит вокруг себя ад, и окажется в этом аду потом. А человек, который в мировом масштабе, как ему сказать, несет ответственность за ад, за гибель людей, за разрушение и так далее, в общем-то, это очень печально. Вчера у знакомой прочитал в историях цитату из Данте Алигьери, следующую. «Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных потрясений хранил нейтралитет». Это очень-очень искаженные, Алюся, неправильно. Раскаленные места не для них предназначены. Это прихожие ада. Это те, кто не сделали выбора. Вот. Они настолько ничтожные, вот, что их ни ад не принимает. Потому что по Данте даже грешники рядом с ними загордятся. Потому что грешники хоть какой-то выбор так сделали, свою свободу применили. Я хочу вот этого. А эти вот так вот и метались между двумя. Вот. И небо их не берет, чтобы не сделаться менее прекрасным. Для неба они тоже не подходят. И вот они в этом болоте, как раз не в раскаленных местах. Я думаю, этот человек не читал внимательно, просто, может, ни разу даже не читал. Там никакого огня нет. Они в болоте, и их кусают насекомые. Вот. И, значит, они вопят громче всех. Нигде в самых страшных местах так не кричат грешники, испытывают другие мучения. Они размазывают эти укусы и, значит, кричат. И Данте удивляется, почему же они так кричат. А вот именно потому, что они ничтожные. Они даже терпеть не могут эту не такую уж страшную муку. А в чем зло нейтралитета? Вы вообще согласны, что это зло? Ну, не занимать никакой позиции. Я думаю, что да, есть ситуация, где человек просто со всей определенностью должен выразить свою позицию. Никакого нейтралитета там просто не бывает, не дано. Ну вот даже зоны. сейчас многие говорят, все сложно, мы не знаем, как там на Ой, самом вы знаете, деле. от этой фразы «все сложно» меня просто тошнит физически. Ну а то, что не знаем, как на самом деле, может, нас в интернете дурят, все показывают зверство, может, это все постановки. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, это мне просто противно. Противно, как вот в этом кругу иньяви, вот ничтожных. А что за этим нейтралитетом кроется? Трусость? Конечно. Ну, трусость и одновременно приспособленчество. Скажем, это люди, которые, вот как по-русски говорят, не нашим, не вашим, да? Нейтралитет все-таки бывает разный. Нейтралитет может быть и очень благородный, но не в данном случае. Вот для христианина все-таки не может быть нейтралитетом между злом и добром. Не в данном случае, в смысле, в Украине сейчас? Не, я имею в виду, когда речь идет о выборе между злом и добром, нейтралитет – это совсем другой. Да? Нейтралитет – это более конкретная вещь, в какие-то конкретные обстоятельства и так далее. А когда речь идет о зле и добре, у христианина не может быть нейтралитета, не бывает промежуточное состояние. Да. Воздержусь. Нет, не бывает. Вот для примера, попробуйте вот в московском метро, когда, скажем, эскалатор спускается очень быстро, попробуйте подниматься по нему. Если вы не быстро идете, то есть вы все-таки откатитесь назад, вот как и идет эскалатор. Вот то же самое, нейтралитет здесь невозможно соблюдать. Здесь, я имею в виду, есть случаи в жизни, когда человек должен выбрать именно между добром и злом. И тогда христианство считает, что молчание, не обличение, не осуждение зла фактически означает участие в этом зле. То есть нейтралитет – это выбор зла на самом деле, а не… Такой нейтралитет. Такой, конечно.
Ну, отец Иоанн, вот даже к сегодняшней ситуации, ну, неужели вы не допускаете, что человек, ну, действительно не разобрался? Информационная война. Одни это предлагают, другие это. Все друг друга обвиняют в кровожадности, геноцид и с той, и с другой стороны термин используется. Ну и вот здесь нейтралитет в том смысле, что ну не хочу я сейчас быть вот за них или за них, потому что за мой ум, за мою душу борются и те, и другие. Но вы знаете, если человек действительно не разобрался, я не могу его осудить. Да? Проблема в том, когда человек либо боится принимать одну или другую сторону, либо приспосабливается. Да? Вот это, мне кажется, исключается. Когда человек понимает, вот это зло, он, христианин, я имею в виду, зло никогда не может поддерживать. Нет никаких причин совершить зло. Да? Тут мой земляк Макиавелли считал, что цель оправдывает средства. Но это не написано в Евангелии. В сущности, это антихристианская мысль. Да? Христианин никогда не оправдывает зло. Если он это делает, значит, он в этом зле участвует. Поэтому, если человек осознает вот эти события, они есть зло, он никак не может не только поддерживать, он, в принципе, должен их обличать. Но, тем не менее, сейчас православные христиане, многие, разделились в понимании, что есть добро, а что зло. И вот для одних, в том числе священников, нынешние военные действия – это очевидное зло, а для других – добро и даже чуть ли не священная акция, потому что это как раз борьба со злом, да, вынужденными инструментами. Ну вот это как раз цель и средства, вы сказали, вынужденными инструментами. Так что вот этот мотив ввели, оправдание зла как вынужденного, нет такого оправдания вынужденного. Но я уверен, что и с той, и с другой стороны много искренних христиан и верующих в Иисуса Христа, ну, по той или иной причине занимающих определенную позицию. Мы только там поймем, на том свете, мы к козлу приобщались все это время, поддерживая эти действия или отрицая. Или это сейчас как-то можно понять? Ну, потому что я уверен, что многие люди искренне верят и искренне поддерживают. Или искренне верят и искренне не поддерживают. Как разобраться-то? Ну, я лично в первые просто не могу поверить. Во что? В то, что искренне верят и искренне поддерживают. Я просто не могу поверить. Я такого не видела. Нет, может быть, если у человека нет информации или он недостаточно, он либо не располагает информацией или не умеет интерпретировать события и так далее. Но иногда события достаточно ясны и достаточно очевидны. Но надо сказать, что история нас учит, что, скажем, во время Холокоста, во время геноцидов и так далее, очень многие люди тоже не видели, в кавычках, эти события. И только когда уже была поставлена какая-то окончательная точка, был осужден, например, нацизм и так далее, тогда этим людям было очень стыдно, потому что все-таки какие-то вещи были действительно на виду. Но до сих пор есть люди, которые отрицают, скажем, Холокост, отрицают ГУЛАГ. Да? К сожалению. Но это трагедия, как мне кажется. Но можно ли при этом сказать, что не искренне верующие? Но человек, к сожалению, может сам себя обманывать. Так тоже бывает в жизни, к великому сожалению. Тут, может быть, думаю, что может быть такая искренность. Я повторюсь, от незнания, может быть. Ну, может быть, так провокационно звучит, но тем не менее, вот тоже цель оправдывает средства. Ну, во Второй мировой войне-то взялись за оружие, боровшись со злом. Кто? Какой? Советская армия. Вы имеете в виду вот отечественную? Да, да. Тоже, вынужденная мера.
боролись с тем, чем христианину как бы не полагается бороться. Почему? Христианство – это не пацифизм, и войны с захватчиками, с теми, кто приносит на твою землю опасности для твоих близких и так далее, вполне даже никто не сочтет это грехом. Но на чужой земле зачем? Христос говорит о том, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Ну, как я понимаю, врата ада не одолеют, это значит, дьявол не победит церковь никогда. Но а что, если церковь в тот или иной момент времени себя не слишком по-христиански проявляет? Ну, скажем, по мнению многих, даже в нынешних событиях, которые мы обсуждаем, там, священноначалие, патриарх, многие священники, миряне выступают там, в поддержку этих действий, и это, в общем-то, и есть одоление ада и победа ада над церковью. Вы знаете, церковь – это богочеловеческий организм. Да? Врата ада не одолеют, имеется в виду, что в окончательном, как сказать, конце концов, действительно врата ада не одолеют. Но, увы, так как церковь состоит из таких людей, как мы с вами, да? То есть слабых, порочных иногда, то эти церковные люди могут совершить и грехи, а также и ошибки. Но вся история церкви нам это показывает, просто несколько примеров. Крестовые походы, вот то, что обычно чаще всего цитируется. И очень много другого. Церковь очень часто благословляла войны, иногда и захватческие, таких случаев было довольно много в истории церкви. Тем не менее, эти слова Христа остаются. Я абсолютно уверен, убежден, что врата ада не одолеют церковь. Но, увы, я знаю по себе, что я совершаю очень много ошибок. И так любой христианин может совершить и роковые, и очень печальные ошибки. Ну, вы понимаете людей, которые разочарованы в церкви и считают это, что ад одолел сегодня? Да, конечно, понимаю. И очень трудно объяснить, что как-то оправдать некоторые действия совершенно невозможно. Да. Церковь, конечно, основанная Христом, ее врата ада не одолеют, но ее место в мире очень меняется, и, соответственно, состояние мира тоже очень меняется. И вот после Первой мировой войны, когда действительно воевали между собой христианские державы, вот здесь, как я слышала не раз от старых людей в Европе, здесь христианская Европа кончилась, потому что для многих это был как раз Первая мировая война, концом вот такого христианства, близкого просто к обыденной жизни. Люди жили в христианской стране. И после этого все стало, люди стали уходить. И вот эта самая война между христианами, где с двух сторон были священники, которые благословляли каждый своих воинов, конечно, подействовали. Бердяев сказал следующее. Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Вы согласны? Да, конечно. Есть примеры такого государства? В общем, любое государство здоровое к этому стремится. Насколько удается, другое дело. Но здоровое государство, в котором есть справедливый суд, есть взаимная ответственность власти и населения, оно стремится именно к этому, чтобы сократить как можно больше вот эту область ада возможного. А вы с этой фразой согласны? И какой абсолютно, пример? Абсолютно. Я думаю, что это очень здравомыслящий, и это действительно даже такой светский в каком-то смысле взгляд на государство. Государство нужно для того, чтобы через законы, соблюдение закона мы жили не как звери, скажем так, и уважали друг друга. Хотя бы потому, что закон нас заставляет это делать. Конечно, христианин должен делать не только страха ради, да, наказания, но хотя бы поэтому. Ну, а какие примеры? Что, европейские государства?
Нет, я говорю, что это скорее витает как некоторый образец. Некоторые государства его серьезнее берут за модель и действительно спрашивают себя. Ну вот я думаю, что, допустим, скандинавские страны сейчас, вот я там бывала, и, скорее всего, это похоже на то, что отношения государства с населением вот похожие на такие какие-то сотруднические, солидарные. Вот. Ну, в принципе, для любого, как я говорю, здорового государства. Не здоровое, а то есть тираническое, такое беззаконное, оно, конечно, такого не имеет, такой цели не имеет. Кроме власти, собственной власти, никаких целей у него нет. Хотя сейчас многие христиане скажут, ну, Скандинавия, как же все эти извращенцы, легализованные отношения на пол и прочее. Какое же это сдерживание ада? Ну, вы знаете, мне кажется, есть и множество критерий. Да? Можно посмотреть на то, как живут, скажем, инвалиды, пенсионеры, как живут болящие, как вот защищает ли закон именно эти незащищенные категории людей. Вот это критерий, по которым можно судить о определенном государстве и даже правительстве, насколько оно справедливое, даже насколько христианское. Да? Мы иногда, есть несколько мистификация, скажем, материалистического Запада и так далее. Вот для меня критерий такой. Вот закон действительно защищает моих детей из детского хосписа, их родителей, защищает ли бездомных, да, бомжей, вот эти незащищенные категории людей находят защиту у государства или нет? Вот это критерий для того, чтобы, как сказать, судить государство и правительство. Ну, а когда все-таки говорят об этих однополых отношениях и разврате, у нас в России переоценивают страх, ужас и мрак вот этих явлений на Западе, говоря, что, ну, ребят, ну куда мы вообще смотрим-то? У них вон, смотрите, чего. Ну да, о стариках заботятся, а ходят мужики, целуются на улицах друг с другом. Но, вы знаете, одно дело – это браки, другое дело – это существование, допустим, такого явления, как гомосексуальность. Она существует везде, безусловно, потому что существует в России в природе. Тоже? Ну, безусловно, как ориентация есть первый везде. раз слышите? Нет, я первый раз слышу. Ну, Ольга Александровна, вы согласны с тем, что переоценивают у нас в России часто, я не знаю, ну, степень зла там, на Западе? Ну, еще бы. Мне кажется, это просто манипуляция. Выбрать один какой-то момент. Ну, я, например, нисколько не такая уж горячая сторонница всяких однополых браков. Ну, почему только про это? Почему? И что, получается, еще. Из-за этого, значит, мировую войну устраивать? Из-за того, что там разрешенные браки? Ну, Содом и Гоморру-то сожгли. Никаких других признаков нашей большей духовности не приводится обычно. Допустим, там не воруют по сравнению с нами, а здесь воруют. Ну, давайте по этому признаку сравним. Содом и Гоморру-то сожгли, отец Иоанн. Ну, надо это библейский рассказ тоже читать разумно и попытаться понять, о чем там говорится. Безусловно, взять только один аспект человеческой жизни и этому придавать огромное значение, мне кажется, это не очень разумно. А преподобный Силуан сказал: держи ум свой в аде и не отчаивайся. Вы согласны? Об аде вообще нужно думать? Это продуктивно, вспоминать и полезно? Ну, вы знаете, эту фразу очень часто приводят и очень легко. И мне кажется, что вот это неправильно, именно такое употребление. Потому что действительно Силуан Афонский был великий святой, великий духовный человек. Он, вероятно, мог держать ум в аде и не отчаиваться, раз ему от него такое требовали. От среднего обыкновенного человека, мне кажется, это просто нелепо даже ожидать. Потому что можно один раз заглянуть в ад, и не то что держать ум в аде, заглянуть и уже не вернуться. Слабая душа испугается и больше никогда не захочет. Ну, а вы часто об аде думаете? Собственно, об аде нет, когда Данте читаю. А вы с этой фразой согласны? Но ее тоже надо правильно понимать, без всякого сомнения. Я не уверен, что это не означает искусственным образом держать свой ум в аде. А, скажем, если я думаю о каких-то ситуациях печальных в жизни человека, которые не имеют
разрешения, решения. Да? Если я опять-таки думаю о своих детях из хосписа и о их родителях, я понимаю, что вот эта фраза замечательна, потому что иногда нет выхода из каких-то положений, да? А уметь держать свой ум в аде в данном случае и не отчаивается, это, простите, в духовной жизни, скажем так, высший пилотаж. Как вам кажется, сегодня нужно об аде говорить, вот, в том числе людям, которые так насмешливо к этому относятся? Или это скорее оттолкнет людей вообще от идеи Бога? Ну, я бы лично сосредотачивалась на каких-нибудь других темах, не на аде в первую очередь. И вы? Ну, я думаю, что говорить можно, и тема актуальна. В эти дни, увы, весьма актуальна. Но, вы знаете, сам Христос говорит всегда положительно. Он говорит: «Я воскресение жизни». Да? В этом смысле как раз для нас, в православной церкви, прежде всего в духовной жизни есть его победа над смертью и в том числе над адом. Поэтому, безусловно, говорить надо прежде всего об этом. Ой, ад, конечно, невеселое такое состояние или пространство, как угодно. Это я точно понял по истечении нашего разговора сегодняшнего. Как избежать ада? Как участи, как состояние? Как избежать? Да. Я думаю, самое простое — не делать того, что ты сам прекрасно видишь, что это скверно. И потом, ну, я, собственно, пересказываю библейскую фразу, а потом сделать что-нибудь такое, что ты точно знаешь, что вот это хорошо, что кто-то, допустим, обрадуется. Вот и все самые простые вещи, которые понятны, потому что много сложных вещей. Не так легко человеку определить, что вот это вот грешно, а это праведно. Но есть вещи совершенно безусловные. Вот это очень плохо. Ну вот хотя бы этого не нужно делать. Как избежать ада, отец Иоанн? А все очень просто сказано в Евангелии. Именно в этой же притче о страшном суде. «Алкал я, и вы меня накормили, жажда, вы меня напоили» и так далее. Если не хотим попасть в ад, скажем, в классическом смысле после нашей смерти, да, если особенно не хотим строить вокруг себя и в себе ад, то вот что мы должны делать. Помогать, кормить, поить? Конечно. То есть быть неравнодушным к тем, кто вокруг нас. Вот это очень простой секрет. Об этом и говорит Иван. Прекрасная, светлая, финальная мысль нашего разговора. Я вам очень благодарен за него. Спасибо, мне было интересно и полезно. Надеюсь, нашим зрителям тоже. Спасибо вам. Спасибо.